Хищники, которые охотились на хищников. Есть популярный миф: тираннозавр – абсолютный король. Мозазавр – хозяин океана. Никто их не трогал. На деле все наоборот. В доисторическом мире чем ты опаснее, тем больше тех, кто хочет тебя проверить. Да, Тирекс. Огромный и мощный укус, как гидравлический пресс. Но он жил среди других хищников, и главная угроза для него часто состояла из такого же тираннозавра. На костях хищника находят следы укусов сородичей, зажившие переломы и откушенные куски. Это значит, они дрались, кусали, а иногда и доедали друг друга. И это логично. Самый опасный соперник – тот, кто устроен так же, как ты. Молодняк – это самая уязвимая цель. Взрослый тираннозавр – это целый танк, а вот подросток или детеныш – уже другое дело. Мелкие тераподы могли нападать толпой, а также преследовать и добивать раненого. Не киношная героическая битва, а обычная биология. Нашел слабого – атакуй. И да, травоядные убивали хищников. Это звучит странно, но гигантские травоядные были не жертвами, а очень опасными противниками. Трицератопс – обладатель огромных рогов и тонной весом. Анкилозавр – живая бронемашина с булавой на хвосте. Один точный удар, и у хищника сломана нога, пробито брюхо или поврежден череп. Для хищника это конец. Даже если он не умер сразу, дальше его добьет голод. Теперь океан и мозазавры. Представь гигантскую морскую рептилию, которая ест все вокруг, и кажется, что ей никто не страшен. Но на черепах мозазавров тоже находят укусы. Других мозазавров. Они делили территорию, конкурировали за добычу и нападали на ослабленных. Иногда просто поедали своих. Акулы тоже не стояли в стороне. Древние крупные акулы атаковали снизу. Классическая тактика. Удар по хвосту или плавнику, и жертва теряет скорость. Начинаются повторные атаки. Даже огромный хищник без подвижности уже добыча. Главный момент. В природе нет финального босса. Ты можешь быть самым большим, самым зубастым и самым быстрым. Но стоит тебе заболеть, пораниться, ослабнуть, остаться одному, и ты переходишь из категории охотник в категорию цель. Мгновенно. Самое честное правило древнего мира. Хищники охотились на хищников не потому, что были злыми. Просто мясо, оно и в Африке мясо. Энергия есть энергия, выживает тот, кто ест. Если перед тобой раненый тираннозавр, молодой мозазавр и просто ослабленный соперник, то ты не думаешь о статусе, ты думаешь о еде. И вот что в этом самое интересное. Вершина пищевой цепи – это не место, где безопасно. Это место, где на тебя смотрит весь мир. Последний укус. Как умирали гиганты. Если отбросить кино, гиганты доисторического мира редко умирали красиво в эпических битвах. Чаще все было прозаично, медленно и жестко. Самые большие животные планеты погибали по тем же причинам, что и обычные, только последствия у них были страшнее. Раны, которые не заживают. Главный убийца крупных хищников – не враг, а травма. У тираннозавров находят сломанные ребра, следы укусов и поврежденные челюсти. Если хищник не мог нормально кусать или бегать, он переставал охотиться. Дальше все просто. Слабость, голод, смерть. Даже маленькая инфекция могла стать фатальной. Инфекции и паразиты. До антибиотиков любая рана – риск. Бактерии попадали в кровь, кости воспалялись, и животное слабело неделями. У ископаемых находят следы остеомиелита, паразитов и хронических воспалений. Гигант мог умирать месяцами. Старость – тихий убийца. Большие размеры не спасали от износа. У многих находят стертые зубы, деформированные суставы и артрит. Старый хищник не догонял добычу. Старый травоядный отставал от стада. А в природе отставать значит исчезнуть. Голод.
Гигантскому телу нужно огромное количество энергии. Если климат менялся, то исчезала привычная добыча. Также случалась засуха, и даже вершина пищевой цепи начинала слабеть. Голод – один из самых частых сценариев смерти. Падение и случайности. Огромный вес – это риск. Падение на склоне, застревание в болоте, обвал берега. Многие кости находят именно в таких ловушках. Гигант не мог выбраться. А дальше обезвоживание или хищники. Битвы, которые заканчивались не сразу. Да, смертельные схватки были, но чаще они не заканчивались мгновенно. Хищник получал глубокий укус, перелом или пробитую кожу. Он уходил и умирал через дни или недели. Последний укус мог быть нанесен давно. Когда убивала природа? Самые массовые смерти происходили не от зубов, а от извержений, засух и похолоданий, а также падения уровня океана. В такие моменты погибали сразу тысячи животных, включая гигантов. Самый честный вывод: размер не давал бессмертия, он давал лишь шанс выживать дольше. Гиганты умирали медленно, болезненно и часто в одиночестве. И почти никогда, как цари природы. И самый сильный образ. Представь огромного хищника. Сильного, страшного, непобедимого, но с зараженной раной в ноге. Он еще дышит, еще смотрит, но уже не догонит добычу. И где-то рядом кто-то ждет, когда он станет достаточно слабым, чтобы самому стать едой. Засады мезозоя. Как охотились скрытно еще до млекопитающих. Мы привыкли думать, что сложная охота – это фишка волчьего семейства, кошек и людей. Но задолго до них хищники мезозоя уже умели ждать, прятаться и бить в один момент. И часто гораздо терпеливее и точнее. Охота без погони. Главное правило засады. Не гнаться, дать добыче подойти самой. В мезозойскую эпоху это работало идеально. Густая растительность, теплый влажный климат и множество троп к воде. Жертвы ходили одними и теми же маршрутами. Хищнику оставалось лишь выбрать точку. Полуводные хищники использовали одну из самых старых тактик в истории. Они лежали неподвижно. Крокодилоподобные рептилии маскировались в мутной воде, держали только глаза и ноздри над поверхностью. Они били снизу и вбок. Одна ошибка травоядного у берега, и все заканчивалось за секунды. Эта стратегия почти не изменилась за сотни миллионов лет. В лесу тишина важнее скорости. Многие хищники не были спринтерами. Им это не было нужно. Они прятались в растительности и двигались медленно. Они ждали, пока добыча подойдет на дистанцию прыжка. Удар короткий, резкий, в шею или бок. Засада часто строилась вокруг местности. Это обрывы, узкие проходы, заболоченные участки и скальные коридоры. Хищник не просто ждал. Он выбирал место, где добыче было сложно убежать. Маленькие, но опасные хищники мезозоя особенно полагались на скрытность. Они нападали из укрытий, били в глаза, шею, конечности. Хищники могли работать группой. Даже крупное животное становилось уязвимым, если теряло подвижность. Засада – это интеллект. Скрытая охота требует терпения, оценки дистанции и выбора момента. Ошибся на секунду, и добыча уходит. А если поторопился, то получил удар. Такая тактика говорит о сложном поведении, а не просто инстинкте. Когда засада проваливалась. Если добыча замечала движение, чувствовала запах, слышала хруст, то она убегала. И тогда хищник оказывался без энергии и без результата, а иногда и под ударом защищающегося травоядного. Засады мезозоя – это не примитивная версия охоты. Это база, на которой позже построили кошки, волки и люди. Ждать, не двигаться, бить один раз и бить точно.
Эта формула появилась задолго до нас и работает до сих пор, когда добыча давала отпор. Есть привычный образ. Хищник нападает, травоядный убегает. Но в доисторическом мире многие жертвы были настолько опасны, что сама атака на них могла стать последней ошибкой хищника. Некоторые из них не просто защищались. Они калечили и убивали тех, кто пытался их съесть. Анкилозавры – живые танки. Тело в бронеплитах, шея закрыта костными щитками и, главное, хвост с тяжелой костяной булавой. Если хищник подходил слишком близко, то удар приходился по ногам. Ломались кости или повреждался таз. Для крупного теропода сломанная нога означала смерть через голод. Анкилозавр не гнался и не нападал первым. Он просто ждал, пока хищник ошибется. Трицератопсы, которые шли вперед. 3 рога, массивная голова, мощная шея. Это была не пассивная оборона. Трицератопс мог разворачиваться лицом к атаке, держать дистанцию или идти прямо в лоб. Рог вонзался в живот или бок хищника, и бой заканчивался мгновенно. На костях находят следы столкновений, повреждения от укусов, а также зажившие травмы. Это были настоящие поединки, а не охота на слабого. Бронированные рыбы. Еще задолго до тираннозавров океан был полон существ, которых невозможно было просто укусить. Плакодермы вроде дунклеостея, костяной панцирь вокруг головы, мощные челюсти и почти полное отсутствие уязвимых мест спереди. Напасть на такую рыбу значит рискнуть сломать зубы или челюсть. Некоторые хищники предпочитали просто обходить их. Цена ошибки. Хищник рассчитывает атаку быстро. Дистанция и скорость. Но если цель бронирована, вооружена рогами или тяжелее, чем кажется, то сценарий рушится. 1 секунда, и охотник становится раненым. А раненый хищник долго не живет. Почему это меняло эволюцию? Такие опасные жертвы заставляли хищников атаковать точнее, выбирать слабых и работать группой. Хищники искали новые способы убийства. Именно сопротивление добыче делало хищников быстрее, умнее и осторожнее. Это была гонка вооружений. Самый важный момент. В природе нет четкого деления на охотников и жертв. Есть только момент силы. Сейчас ты нападаешь, через секунду защищаешься, а еще через секунду пытаешься выжить. Представь такую ситуацию. Хищник атакует, он уверен, все закончится быстро. Но добыча не бежит, а поворачивается, опускает голову и идет навстречу. И в этот момент охота превращается в бой. До мегалодона. Кто правил морями раньше? Мегалодон стал символом главного монстра океана, но он появился очень поздно. До него океаны уже пережили несколько эпох, где правили совсем другие существа, и некоторые были не менее страшными. Океан никогда не принадлежал одному виду. В разные периоды его корона переходила от одних хищников к другим. Эра бронированных титанов. Задолго до динозавров океаны контролировали плакодермы. Это гигантские бронированные рыбы. Самый известный – дунклеостей. Массивная костяная маска вместо головы и челюсти, способные дробить панцири, а также быстрый бросок на короткую дистанцию. Это был хищник, который ел все, включая других крупных хищников. Морские рептилии выходят вперед. Когда началась эпоха рептилий, океан стал совсем другим. Появились ихтиозавры, быстрые, как современные дельфины. Плезиозавры – длинношеие охотники. Плеозавры – короткошеие гиганты с огромной пастью. Плеозавры – вроде леоплевродона. Массивный череп, зубы размером с ножи и мощный укус. Это были настоящие верховные хищники своего времени. Эпоха мозазавров – поздний меловой период. Море занимают мозазавры – огромные морские ящеры.
Они нападали на все живое и ели аммонитов, рыб и других рептилий. Мозазавры могли атаковать даже сородичей. Их тело было гибким, быстрым и идеально приспособленным к засаде. В этот момент океан действительно принадлежал им. Акулы возвращают контроль. После вымирания динозавров и мозазавров море не осталось пустым. Акулы начали занимать освободившиеся ниши. Они становились крупнее и совершенствовали зубы. Они переходили к охоте на крупных животных. Появились гиганты вроде акулы Отодус. Это уже прямая линия к мегалодону. Почему власть в океане постоянно менялась? Морская вершина цепи нестабильна. Меняется температура, уровень океана и состав добычи. И тот, кто идеально приспособлен сегодня, может исчезнуть завтра. Плакодермы исчезли, плеозавры исчезли, мозазавры исчезли, мегалодон тоже. Главное правило океана – в море нет вечных правителей. Есть только те, кто быстрее адаптируется и эффективнее охотится. И тот, кто успевает занять пустую нишу. Каждый новый король появляется не потому, что сильнее всех, а потому что мир вокруг него изменился. И если смотреть честно, мегалодон не был началом истории. Он был ее очередной главой. До него океан уже видел хищников, которые в свое время казались такими же непобедимыми. Глубина, где не видно солнца. Есть граница в океане, после которой исчезает свет. Сначала тускнеют цветовые оттенки, потом тени, потом остается только темнота. И жизнь там появилась задолго до людей и даже до динозавров. Мир без солнца. На глубине нет растений и привычных пищевых цепей, нет ориентира день-ночь. Температура низкая, давление чудовищное, пища падает сверху. Буквально. Любое существо, попавшее сюда миллионы лет назад, должно было измениться. Первые обитатели тьмы. Глубоководные экосистемы существовали еще в древних морях. Там жили странные мягкотелые формы. Это ранние членистоногие и примитивные рыбы. Многие из них не видели света поколениями. Они ориентировались по вибрациям, химическим сигналам и по движению воды. Зрение переставало быть главным. Биолюминесценция – это свет изнутри. Когда солнца нет, свет начинают создавать сами существа. Некоторые древние обитатели глубин светились и привлекали добычу. Это выглядит красиво, но в первую очередь это инструмент. Свет сбивает жертву, маскирует силуэт и служит сигналом своим родственникам. Океан в темноте не черный. Он точечно мерцает. Давление, которое ломает все. Чем глубже, тем тяжелее вода давит. У древних глубоководных форм были мягкие структуры тела, гибкие кости или их отсутствие, а также замедленный обмен веществ. Им не нужна скорость, им нужно выжить. Охота без погони, в темноте нет длинных преследований. Там нужно ждать, чувствовать движение и атаковать вблизи. Часто добыча даже не понимает, что ее нашли. Происходит контакт, и все заканчивается. Пища как редкость. В глубине нельзя ошибаться. Еда появляется случайно, редко и в малом количестве. Поэтому многие едят все подряд. Они могут проглотить добычу больше себя и переваривают неделями. Голод – постоянный фон жизни, самая древняя, стабильная экосистема. Интересный факт. Глубоководные зоны менялись меньше всего за сотни миллионов лет. Если на поверхности вымирание, катастрофы и смена видов, то внизу продолжалась жизнь. Медленная, тихая и темная. Самый сильный образ. Представьте древнее существо. Оно не знает, что такое солнце и небо. Вся его жизнь – давление, холод и редкие вспышки света. И вдруг сверху падает тело. Огромное, мертвое.
Для глубины это не трагедия. Это пир на неделе. Глубина океана – это не край мира. Это другой мир. И он появился раньше, чем большинство существ, которых мы называем доисторическими. Самые странные морские тела. Эволюция формы. От панцирей до гибких хищников. Океан – это место, где тело животного решает все. Как ты двигаешься, как дышишь, как убиваешь или спасаешься. И за сотни миллионов лет формы здесь менялись радикальнее, чем на суше. Сначала броня в ранних морях. Выживали те, кого сложно было укусить. Появились панцирные рыбы, моллюски с раковинами, существа с костными пластинами. Логика простая. Быть медленным, но защищенным лучше, чем быть быстрым и уязвимым. Но броня имела цену. Это тяжесть, медленное движение и плохая маневренность. Когда хищники научились кусать сильнее, то броня перестала быть абсолютной защитой. Обтекаемость – новая стратегия. Следующий шаг – скорость. Рыбы стали вытянутыми, гладкими и с мощным хвостом. Форма начала напоминать торпеду. Теперь выживал тот, кто быстрее замечал хищника или добычу, быстрее разворачивался и быстрее атаковал. Это начало гонки за гидродинамику. Гибкость вместо тяжести. Морские рептилии сделали неожиданный поворот. Их тело стало длинным и подвижным. Мозазавры, например, не были броней, они были гибкой силой. Такая форма позволяла резко менять направление, атаковать из засады и обвиваться вокруг добычи. Не защита, контроль. Мягкое тело как преимущество. Самые странные формы вообще отказались от жесткости. Древние головоногие были мягкие, пластичные и способные менять форму. Они могли пролезать в узкие пространства, резко выбрасывать тело вперед и маскироваться. Мягкость стала оружием. Конструкция идеального хищника. Акулы – пример формы, которая почти не изменилась сотни миллионов лет. Почему? Потому что скелет легкий, хрящевой, тело гибкое и зубы постоянно обновляются. Это идеальный баланс. Скорость плюс маневренность и плюс выносливость. В океане нет универсальной формы. Есть тяжелые панцирные, быстрые стрелы, гибкие охотники и мягкие маскирующиеся. Каждая форма работает в своей нише. Самая странная истина эволюции. Чем опаснее становился океан, тем разнообразнее становилось тело у подводных жителей. Одни усиливали броню, другие избавлялись от нее. Третьи становились прозрачными, четвертые – почти бесформенными. Эволюция не ищет красоту. Она ищет способ прожить и еще один день. Представьте эту линию изменений. Сначала тяжелое, закованное существо на дне, потом рыба-торпеда, потом гибкий морской ящер, потом мягкий охотник, меняющий форму. Океан словно экспериментировал, что лучше, щит или движение. И со временем все чаще выигрывали те, кто мог не выдержать удар, а не попасть под него. Животные, которые выглядели ошибкой природы. Если смотреть на доисторический мир без романтики, часть существ там выглядит так, будто эволюция собрала их наугад. Слишком странные, слишком нелогичные, слишком неправильные. Но почти всегда за этой нелепостью стояла очень точная функция. Апобиния. 5 глаз и хобот. Одно из самых странных существ Кембрийского океана. 5 глаз, длинный гибкий хобот и рот снизу. Тело, как у мягкого членистоногого, и выглядит как ошибка природы. Но этот хобот хватал пищу, ощупывал дно и работал как манипулятор. Перед нами не странность, а ранняя попытка создать универсальный инструмент. Аномалакарис – хищник без привычного лица.
Огромные хватательные придатки, рот-кольцо из пластин, тело, похожее на смесь креветки и ската. Долгое время ученые думали, что его части принадлежат разным животным. На деле один из первых крупных хищников планеты. Хеликоприон – зубная пила вместо челюсти. Акула с спиралью зубов, закрученной внутрь рта. Выглядит как дефект в развитии. Но эта спираль позволяла резать мягкую добычу и удерживать скользких существ. Эволюция иногда идет не по прямой, а по очень странным траекториям. Танистрофей – шея длиннее тела. Рептилия с почти абсурдной пропорцией. Короткое тело, невероятно длинная жесткая шея. Почему? Потому что это идеально для засады в воде. Тело остается скрытым, голова резко выбрасывается вперед. Странная форма превращается в идеальный инструмент для одного типа охоты. Древние головоногие с раковинами – непривычные нам кальмары. Их формы с длинными наружными конусами, медленные, неудобные и кажутся уязвимыми. Но раковина защищала, помогала держать плавучесть и позволяла зависать в воде. Компромисс между броней и движением. Почему нелепые формы вообще появляются? Эволюция не проектирует заранее, она проверяет. Если форма работает, дает преимущество и позволяет размножаться, она остается, даже если выглядит странно. Самая важная мысль. Многие ошибки природы исчезли не потому, что были плохими, а потому что изменился климат, появилась новая добыча или пришли более быстрые хищники. Их странность перестала быть преимуществом. И если смотреть честно, мы просто привыкли к современным животным. А если бы первым человеком был наблюдатель Кембрия, он посмотрел бы на кита, акулу и осьминога и спросил бы: «Это точно нормальные существа?» Ставьте палец вверх за видео и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».